Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Брюс, да, со самца. Будем сегодня разваливать наших противничков, а то мне как-то на прошлой неделе его очень не хватило, времени на него точнее не хватило, и самого Брюсика мне тоже не хватило. Все-таки, когда играешь на этом персонаже, понимаешь, что он такая имба, ну и в ближнем бою только. В дальнем он уже не такая имба. Особенно если против тебя скилловые ребята, то сами понимаете, какой Брюс становится. Задушить его очень легко. О чем можно говорить, когда я 12-й зеброй задушил просто 15-го Брюса, это было, конечно, эпично. С тем, что ему вся команда помогала, я был один. Вот такие вот дела бывают иногда. Так, мне бы вообще ботов убить побольше, а то у меня 0. Там квестик на ботов еще вчерашний висит. Сложно будет это сделать, конечно, на Брюсе, но постараюсь. Пингвин с кофе. Ну это ладно, 8 уровень, в принципе, простим, да? Так и быть, на первый раз. Так, ну команда плюс-минус двигается вместе, это радует. По крайней мере, пока что радует. Дальше посмотрим. Не, ну по балансу у нас команда еще неплохая, правда. Если так смотреть, то Орел ближник, Зебра такой. Ну, Зебра дальник, ладно. Фламинго дальник, Пингвин дальник, я ближник. То есть, по сути, соло разваливаем. Так. Нужно сейчас по джейд залететь. Ага, красивенько залетаю. Арморчик залутаем и вперед драться. Орел, конечно, залетел не в свой район. Ошибочка у Орла вышла, да? Бедный Орел. Так, кстати, смотрите, прокоцали меня очень жестко. Вот самое странное, что я не притягиваю. То есть у Брюса, вот заметьте, насколько хуже притяжка, чем у Бака, да? То есть Бак бы меня в этот момент притянул спокойно. Я Брюсом не могу. Вот такие вот дела. Надо аптечку залутать. А, то есть, чтобы вы понимали, моя команда в фул аптечками. Ну, вы понимаете, очень полезная команда, очень много делает. Очень много тратит аптечек. А мне надо 4 аптечки за бой потратить, поэтому мы будем сейчас стараться это сделать. По квестику, да, нужно. Конечно, я бы не очень этого хотел делать, но потратим. Просто, опять же, непонятно, какой замес будет, да? Это если бы, ладно, ботов нам было много, я бы там еще мог шикануть. Шикануть. Ну, а так нет. Да, блин, где противники-то, а? Ну, сейчас будет замесик, надо будет просто запомнить, что нужно потратить 2 аптечки и все. Ага, они уже убили. Ну, хотя можно сейчас в зоне потратить, да, одну аптечку. Погореть немного, вот так вот. И потратить. Блин, мне кажется, я это зря сделал. Ладно, давайте заберем аптечку. Вот эту вот. А то я, как вы заметили, немножко по аптечкам провафлил. Надо было так и не делать. Ну ладно, что сделано, то сделано. Как говорится, одну аптечку осталось потратить. Я думаю, там как раз противники против нас будут сильные, жесткие, сквад целый. Остался еще. Ну и парочка недобитых. И как раз это мы сейчас реализуем. А вот и бачок с этого сквада. Меня увидел, испугался сразу же. Логично, что тут не испугаться. Я бы сам испугался, если бы увидел такого Брюса. Так. Теперь надо за бобром идти, потом... О, кстати, видите, почти не притягивает. Зона очень маленькая у Брюса. Так, из него аптечку. Просто у меня зубы вампира, и мы, мне кажется, мы тут уже победили. Ну да, мы тут уже победили. Поэтому можно расслабиться. Да. Паренек очень хотел на пингвине залутать легендарную гранату, но обойдется, как говорится. Не гранатка ему. Так, иди сюда, бачок. Ну, продамажь меня разочек. О, хорош. На всякий случай я использовал даже 5-ю аптечку. Ну, мало ли что могло случиться. Сами понимаете, да? Это же дело такое. Могла одна не зачесться, не засчитаться, точнее, да? Сейчас новые слова придумаю. Ну, вы понимаете. Ладно, сейчас осталось победить, просто опять последнего героя найти. Ну, этот герой сам где-то умер, непонятно где. Ну, вот такой вот изи-бой. Да. Это Брюс, это Брюс. Если бы не он, изи-боя бы не получилось, наверное. Убейте 2 персонажа как Оли. Ну, это самое сложное, на самом деле. Оликом убить. Давайте проверим квестики, чтобы я точно знал, что все норм. Текс. Нет, видите, охранников до сих пор не убил, ни одного не сочетал. Ну, отправляемся дальше. Охранников нужно убить. Ну и рейтинг бустить надо тоже, потому что скоро, я думаю, золотую лихорадку завезут хотя бы на днек. И мы как раз это используем. Если у нас 24 числа будет Пасха, а это у нас воскресенье, а это значит что? Что будет, скорее всего, золотая лихорадка в этот день. Ну, либо кого-нибудь... Что-нибудь в зубе добудет, я думаю. Может быть... Ну, по-любому завезут, потому что в прошлом году вроде была тематическая карта весенняя. Может и не была, я не помню. То я так уж, знаете, придумаю на ходу, но мне кажется, что была. Почему-то у меня так в воспоминаниях все осталось. Значит, была. Если мне кажется, значит, была. Поэтому ждем, как говорится, завезут, скорее всего, что-нибудь интересное.
Возможно, даже какую-нибудь акцию. Если не ошибаюсь, в прошлом году даже... Или позапрошлом. Дарили персонажа. Да, позапрошлом, да, это было. На коронавирус, представляете? Ужас. 3 года почти. Ну, то такое. Давайте нагибать, давайте тащить. Нам нужно сейчас, в принципе, просто дойти вот сюда, к центру. Мы там найдем, я думаю, один схват и будем сейчас с ним драться. По луту у нас все хорошо. Не хватает, конечно, золотого дробовичка. Дальность, конечно, прокачать бы, брюсик побольше, но какая такая сойдет. В принципе, все равно. Я особо в дальний бой не смогу. И там проценты, мне кажется, уже слишком маленькие, чтобы качать и получать хоть какое-то преимущество. Поэтому просто идем и нагибаем. Да, только кого? Никого нету. Было бы сейчас красиво, конечно, ворваться сразу в 3 склада и попробовать развалить. Но опять же, это Брюс, это не Бак. У Брюса нет ярости, поэтому ему сложнее в ближнем бою, мне кажется, чем Баку. Но урон у него больше. За счет активного навыка и за счет большого количества хпшки можно себе позволить чуть-чуть больше, чем Бак. Да блин, что ж они такие шустрые, не успеваю за ними. Ой, ох уж эти командные игроки. Спешат не пойми куда, на смерть, походу. Ладно. Ну, нашли кого-то? Нет? Вот непонятно. Там Никс вроде с канистр гелия. 11-й. Вроде нашли. Но походу уже нету. А во, кого-то нашли. Брюсик. Опа, Брюсик тут есть у нас. Брюсик. Красивый Брюсик. Надо заглутать аптечку. Опа, пингвинчик попался. Надо добить пингвинчика. Гляку, видали, какой пингвинчик прохаванный? 2 стенки сразу такой жесткий. Поставил. На скилле. Так, тут я видел, кто-то бегал, помимо... Так, Брюса добиваем. Спасатели прибежали уже здесь. Пытаются спасти, но что-то не очень у них получается. Какой-то лев не очень спасатель был. Возможно, правда, это не его склад был, поэтому он не очень хотел спасать. Возможно, ждал, когда выпадет аптечка с Никса, но не дождался, получается. Ох уж эти львы, да. Гениальный план льва был разрушен моим Брюсом. Ой, ну какая-то изи катка, не знаю, почему так все легко. Никс там бегает с канистр геля на максималку. Вот что это такое? Это баг или лак или что? Просто на пол экрана. Вот смотрите, ну как вы? Минус эпилепсия, короче. Ну, что за дичь? Просто, это вот тут вот, видите, происходит? Видите? Офигеть. Как бы канистра гелия. Норм. Норм. Надо найти быстрее последнего противника. Вон, видите, это от Никса, походу, было. Это, наверное, из-за того, что... А, нет, там нету первобытного инстинкта. Да, странно. Неужели просто канистра гелия так забаговалась? Ну, кстати, я заметил, что канистра гелия на неплохой прокачке сейчас очень много отталкивает. Раньше, мне кажется, он так не отталкивал. О. Смотрите, вылезло оно. Вот оно сидело. Для чего оно сидело, непонятно. А потом вылезло. Вот, гении очередные. И второй топ-1 готов. Как-то слишком странно все легко происходит. Интересно, я бил в этот раз ботов или нет? А давайте глянем квестик. Опять, это же очень важно, да, как же без этого? Очень важно глянуть квестик. Да, 0 ботов опять убил. Ой, как же я хорош по убийству ботов. Мое призвание чувствую. Ну ладно, тут дело такое. Отправимся тащить еще один боец. У нас здесь Яра со скином. Модным скином и скипи с морковкой. Кстати, возможно, этому пареньку скипик и выпал, потому что 7 уровень не так-то сложно прокачать, в принципе. Там буквально 1 золотой, 2 золотых сундучка, и ты прокачал его. Поэтому, возможно, что он везунчик. Один из везунчиков, да? Так, надо бы идти с командой, забить на этого кролика скипи. Ну и пойдем, наверное, через домик. Тут всякий лут лежит. Да и мне копье нужно залутать. О, а тут все есть. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, ну что, теперь можно и тащить. Одна птичка есть. Хотелось бы, конечно, 2. Но я думаю, мне одной хватит, чтобы затащить. А, вот ботик есть. В принципе, пригодится. Текс. Ну что, теперь можно и нагибать. Блин, вода, икра. Ой-ой-ой. Ой-ой. Посмотрите на мою команду и на их команду, да? То есть там 13-й, 12-й, я 1-14. Ну, сейчас меня убьют, да? Да. Я даже птичку не успел нажать. А, там еще 15 Луи и 11... Ну, вы поняли, ребят, да? Тут как бы без шансов было. Ах. Обидно, что я могу сказать. Ну, вот так вот бывает. Как бы это 1100 рейтинг, да? 1104 у меня рейтинг был. Минус 5, сейчас будет 1099. Обидно. Обидно. Ну, давайте еще раз попробуем затащить. Я думаю, в принципе, это легко будет сделать. Просто
когда команда такая вот попадается, а у тебя 6 уровни в команде, и как бы ты понимаешь резко, что что-то здесь пахнет абузом, хотя вот смотрите, 10, 11, 2 десятых, 14, 11. Как-то странно, да? Тоже как бы на абуз похоже. Вот бредовый, конечно, баланс в нашей игре, ну что поделать. Желательно было бы, чтобы его когда-нибудь сменили. Возможно, летом это случится. Возможно. Но шансы... Ну, понимаете, шансы летом хотя бы они есть, да? То есть в другое время этих шансов, мне кажется, уже не будет. Но опять же, посмотрим. Это все зависит от разработчиков. Захотят они этого, не захотят. Делают они это или не делают. Никто этого не знает, кроме них. Поэтому сидим, как говорится, смотрим, наблюдаем. Потому что вот я заметил, что пропали эти зуботолки всякие, да, которые раньше были. Достаточно долго уже ничего нету. Пропали также... всякие другие штуки. Я успею похилиться? Успел. А у меня аптечек больше нету, да? Да, больше у меня аптечек нету. Надо бы Бака сейчас добивать этого. Нам повезло, что их команда была не такая жесткая, как мы. И мы каким-то чудом здесь затащили. Ну, почти затащили, потому что, вы видите, сейчас проблемы есть с этим всем. Мне больше прикол то, что моя команда не спасает. Видите, вот тут сейчас бегает Бак, неадекват больной. Бегал еще там кто-то снизу, тоже больной неадекват, и не спасал. То есть мы здесь должны были сейчас побеждать, но просто моя команда из неадекватов ничего не делала. Вот. Что ж такое везет? 2 команды подряд. Прекрасно, я считаю, да? 2 команды подряд. Хороши, хороши. Тут мы могли затащить, но, опять же, мы видели, какие гении мне попались, которые кнопочки нажать не могут. Очень сложно, да, нажать кнопочки в одного хамелеона, как же это было сложно, невероятно просто. Просто невероятно. Целый хамелеон не стоял, точнее, залетел и резнул бобра, как же было сложно нажать кнопочку. Да, слишком сложно для этих гениев. Ну да ладно, отправляемся дальше, тащить, нагибать. Возможно, сейчас мне больше повезет, что с противниками, что с союзниками. Надеюсь, мы сейчас это, кстати, узнаем. Ну, пока что хорошо, потому что фулл золото очень даже хорошо. Фулл золото это прекрасно. Теперь можно спокойно идти нагибать. У нас, кстати, в команде здесь 13-й бобер, и по уровням тоже очень все неплохо, поэтому... Ё-моё. 2... Я убил 2 бота! Ура, квест выполнен. Спустя 4 боя на Брюсе. Давайте третьим, наверное, закусим ботиком. Да. Я еще главный хищник, смотрите, 3 бота убил. Главный хищник. И моя команда начала разделяться. Гениально. Я, конечно, понимаю, что у бобра может не быть золотого лука, и он за ним, возможно, и шел. Но не знаю, как мы сейчас будем тащить, потому что сложно будет это делать. С тем, что команда немножко разделяется, но плюс-минус мы вместе рядом находимся. Но даже вот это то, что мы на пару метров раздельно находимся, это уже роляет. Так, ну, бахаем здесь хамелеона, пытаемся... Ты шо, дерзкий такой, а? Бык? Тут очень сложно с командой сейчас получается. Хамелеона может получится затащить. Да, получилось. Ну, посмотрите, сколько хп. Это еще аптечку потратил, как бы. Жесть, да? Вылетает просто. Невероятный урон у меня. Ну, что поделать, пока что так, живем. Лизи здесь быкует, думает, что у нее что-то получится. Одумайся, Лизи. У нас там акул... Не, с акулом я не буду дружить, он, как говорится, немножко неадекват, поэтому пусть там соло играет, как говорится. Его выбор. Так, ну погнали. У нас, правда, Брюс немножко... Ой, что там такое дамажное? Змея, что ли? Очень сложно с этим, конечно, дамажить. Против этого, точнее. Так, кстати, в воде не хилился. Чтобы вы понимали, я нажал хил за секунды 2-3 назад. И только потом я похилился. Вот такое вот было. Бред. Представляете, насколько бредово это все было? Так, резаем Бака. Убиваем этого. Да ну... Да блин, ну вот... Что за дичь, а? Ну вот... Ай. Зона раз, 2 сквада 2, неадекватный акул 3, дальники 4. Вот эти причины, по которым я сейчас поиграл. Каким образом это происходит? Каким? Ой, ну хоть 2 бота убил. Блин. Ну, вы видели все сами, ребятки, это просто нечто, это... Брюс вроде тащит, вроде имба, но тебя так душат, команды такие нулевые, что просто нереально тащить. Но такое бывает, с этим надо смириться, это зуба. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, не болейте, не скучайте, всем пока-пока.